Друзья, всем привет! Сегодня мы познакомимся с лимиткой «Черная канарейка. Лучшая из лучших». Пишет Том Кинг, а рисует Райан Сук. А мог бы и приличных дам. DC Comics представляет «Черная канарейка. Лучшая из лучших». Раунд 1. Леди и джентльмены, вы готовы к битве? Отель-казино «Императорский дворец» приветствует 200 тысяч из вас, что собрались здесь на арене, а также миллиарды и миллиарды тех, что стримит и смотрит в прямом эфире то, что мы транслируем по всему миру из красивого Лас-Вегаса, штат Невада. Мы все собрались здесь, чтобы стать свидетелями матча года. Десятилетия, столетия, миллениума всех времен и народов. Это чемпион против чемпиона, воин против воина, чтобы определить раз и навсегда после, кто является единственным величайшим рукопашником в мире. В дальнем углу ринга, в красном, прямиком из Маньчжурии через Детройт, Мичиган. Вы знаете ее. Вы боитесь ее, вы шепчете ее имя в наитемнейших ночах. Легенды реальны, истории не врут, мифы воплотились в жизнь. Тренируясь с пеленок, проверяя себя, преодолевая любые преграды, оттачивая свое мастерство в каждом промозглом уголке мира, она является неоспоримым и универсальным, признанным мастером всех известных видов боевых искусств, от айкидо до цзуйцюань. В бою и за его пределами, за всю свою жизнь, проведенную в битве, в тысячах дуэлей против оппонентов различных форм, размеров и происхождений, в зафиксированной и не зафиксированной истории она никогда не проигрывала схватку 1 на 1 в рукопашную. Или, выражаясь проще, когда когда Бэтмен пал и ему потребовался наставник, ментор, кто-то, кто, как он знал, был лучше, чем он, кто-то, кто мог бы показать ему путь к совершенству, Бэтмен обратился к убийце убийц, непобежденной, действующему чемпиону Сандре Ву Сан, более известной как Леди Шива. И в ближнем углу, в черном, прямиком из Копвилля, Вашингтон, вы ее видели, вы не знаете, возможно, она даже спасла вам жизнь. Когда мы проверяем, есть ли рядом смерть, это именно тот человек, что отправится в угольную шахту первой. Она воспитывалась и впервые тренировалась под руководством знаменитой матери-героини, одной из величайших скандалисток 20 века. Знаменитая не только тем, что овладела многими боевыми искусствами, но и за изобретение своего уникального стиля, который не только сочетает в себе лучшие элементы онных, но и комбинирует их в беспрецедентной импровизации и божественным вдохновением. Она была членом Лиги Справедливости Америки, Интернациональной Лиги Справедливости, Оперативной группы Лиги Справедливости, команды Семи Хищных Птиц. Она билась бок о бок с богами, монстрами и поэтами. Пережив дюжину кризисов на разных планетах, стояла лицом к лицу и плечом к плечу с величайшим, самыми могущественными созданиями в мультивселенной. И каждый из них, каждый до единого, говорит о том, что в прямой схватке, в битве на кулаках и ногах нет лучше бойца во всем мире, чем герой героев. Преемник добродетели, претендентка Дина Лэнс, более известная как Черная канарейка. Фух, закончился этот излишний пафос, но фан от этих страниц для себя я не мог проигнорировать. Хотелось бы на этом моменте сделать две заметки. Первое, когда говорилось про Леди Шиву, то упоминалось, что она тренировала Бэтмена, что пришел к ней, когда он был сломлен, когда он пал.
Речь шла про события, что происходили в рамках ивента Night's End, который сам по себе является завершением трилогии одной большой истории — Nightfall, Night Quest, Night's End. Шива помогала Брюсу вновь обрести силу и тренировала его. Да, к этому моменту Уэйн уже восстановился физически от того самого ранения, что он получил от Бэйна. Весьма легендарный кадр. Но ему все еще требовалась помощь в обретении того уровня навыков, которым он обладал ранее. Не могу не заметить, как маска Тенгу, олицетворение духа летучей мыши, идет Брюсу. Второе примечание — это канарейки и шахты. В чем их взаимосвязь? Ранее птичек использовали для обнаружения наличия опасных для жизни газов. Канарейки крайне чувствительны к примесям, что витают в воздухе, в том числе к метану и угарному газу. Их наличие, пусть даже в незначительном размере, приведет к гибели птички. Возвращаемся к комиксу. Сразу отмечу, что он не так богат на события, как это можно представить, поэтому будем обходиться тем, что есть. Дина Лэнс приезжает к своей матери, Дине Дрейк, первой черной канарейке. Она крайне рада ее видеть, ведь наконец-то они вместе. И Дина отмечает, что ее маме крайне идет быть блондинкой. Вновь. После они идут перекусить, где к столику канареек подходит маленькая девочка и просит автограф. Но Лэнс поначалу отказывается, ведь прямо здесь напротив нее сидит оригинальная черная канарейка, с которой все и началось. Спросить стоит ее. «Нет, у меня уже есть ее автограф. Мне нужен твой. Могу я его получить?» И на этом уже просто не отказать. Девочка очень надеется, что канарейка победит и станет лучшей. К тому же родители разрешили ей посмотреть матч, даже несмотря на то, что он будет весьма поздно, потому что она тоже из Коупвилля. Да и девочка никогда раньше не слышала о том, чтобы кто-то из ее родного города был лучшим бойцом во всем мире. Ей бы очень хотелось, чтобы так и вышло, если она, конечно, победит. Но Дина предупреждает девочку, что лучше ей этого не видеть. Весьма кровавый спорт, не для детей уж точно. Она еще слишком маленькая. Тем временем на ринге объявляют, что никакого оружия или сверхсил. Остальное в рамках боя. Раунды по 6 минут. Перерывы по 2 минуты, без ограничений, никаких технических нокаутов. Первый, кто покинет ринг, проиграл. Замечу, что это прям какая-то лютая заруба. Бесчисленное количество раундов по 6 минут? Долго и жестко. Но это же великий бой и комиксная условность, верно? Да будет так. Хотя позднее мы узнаем, что это не бесчисленное количество раундов, а весьма определенное. По количеству выпусков тоже можно понять. Занятно, что за боем действительно наблюдает просто какое-то невероятное количество людей. Одно только взвешивание Сандры и Дины смотрело около 2 миллиардов человек. Занятно здесь то, что смотрят не только на Земле или Солнечной системе, но и за ее пределами. Один из комментаторов матча подмечает, что это стало возможным благодаря различным космическим приключениям канарейки с Лигой Справедливости. Если вас интересует вопрос, а как их понимают на различных планетах, то и тут комикс дает ответ. Трансляция переводится более чем на 100 миллионов различных инопланетных языков. Тем временем Дина приводит дочку в сарай, что у дома, где находится боксерский ринг. Она, конечно, могла бы его почистить, паутинку прибрать, но для Лэнс это и без того превосходно. Плевать ей на всю эту грязь, ведь теперь есть отличное и рабочее место для тренировок. Конечно же, при таком раскладе ей не терпится приступить к тренировкам, о чем и спрашивает маму, когда мы начнем. Но Дина не готова. Она думала, что придет тот Грант, Дикий Кот, и будет разносить ее кабину направо и налево, ведь это его специальность — боксировать. Но дочурка радует матушку. Никакого Теда, только они. Вдвоем. Дрейк сходу отказывается, мол, я уже очень старая. А также еще 1001 причина, почему все это не сработает. Есть учителя и лучше. Даже у той же Шивы, со слов Дины, просто армия, а не тренерский состав. Ставлю на то, что так и есть. Рада за нее. А у меня есть ты. Тем временем за кадром комментаторы сообщают кое-что интересное. На канарейку никто не ставит. В нее попросту никто не верит, по крайней мере, со стороны массовой аудитории. Она максимальный аутсайдер во всей этой истории.
Дина Дрейк же не верит, что вырастила такую дурочку. Окей, старушка, посмотрим, что там у тебя еще осталось. И Дина ступает на ринг. Она говорит дочке, что если бы она ее тренировала, а это не так, потому что невероятно тупо, она бы не начинала с драки. А во-вторых, уличная обувь не подходит для спарринга. Она может поскользнуться и что-нибудь потянуть, а это нехорошо. Ну, уж точно не спортивно. На этом дочурка начинает спарринг. Для меня это звучит как приглашение. Куда? Подурачиться? Я тебя умоляю. На этом Лэнс оказывается на лопатках. Я смогу победить. Ты ж моя дочка. Ты должна. Пока что моя единственная любимая страница в комиксе. Обращать на голос комментаторов за кадром не вижу смысла. Там все та же мысль. Канарейка не фаворит, на нее никто не ставит, и дальше первого раунда она не продержится. Все как-то сильно растянуто. Дина Дрейк же тем временем помогает своей дочери Дине Лэнс подняться. Они обнимаются. Мы же переносимся на бойцовский ринг. Голос за кадром. Джонни Сантер, комментатор под номером 2, продолжает свой спич о канарейке. В конце концов, это в меньшей степени соревнование и в большей коронация. Возможность для людей увидеть, что Шива может сделать с... И на этом его прерывает комментатор под номером 1, Майк Берг. «Извини, не хотел прерывать тебя, Джонни, но мы получили сигнал от рефери, что, похоже, все готовы. Скоро должен раздаться гонг». «Хорошо. Итак, ребята, мы начинаем. То, что вы все так долго ждали. Канарейка и Шива за чемпионский титул». И Шива наносит первый удар. Безудержно, просто давит Дину. Буквально за первые 10 секунд Сандра умудрилась весьма потрепать перышки канарейки. Нравятся, кстати, слова комментатора. Ставлю на то, что где-то там Флэш наблюдает за другом и коллегой, черной канарейкой в этом поединке всех поединков. И даже он завидует карающему и размалывающему в порошок темпу Леди Шиву. И Леди Шива не проявляют никакого милосердия к черной канарейке, которая цепляется за канаты, спасая свою жизнь. Мы же переносимся в некую квартиру. Вам точно понравится то, кто наблюдает за происходящим. Смотрит прямую трансляцию. Один из зрителей по имени Барри так-то недоумевает. Комментатор, кажется, что-то не то ляпнул. Что это ему там, да, стоит ревновать, когда Шива многократно медленнее, чем он? Пфу, придурки. Другой же зритель сообщает, что Барян хорош. Это просто метафора. Смотри матч. Однако здесь также самый важный для Дины зритель. «Детка, следи за маневром». Черт возьми! И на этом леди Шива берет Дину в прогиб. Канарейка пробует ринг на вкус в первый раз за бой. «О, Холли, посмотри на это! Что происходит? Это же безумие какое-то, это ж не она! Почему она вообще это делает?» Да я почему так? Реакция Оли бесценна. Кстати, пиши в комментариях, если узнал всех персонажей на данном кадре. Я спецом оставлю еще секунд 10 для вас, чтобы вы присмотрелись. Вернемся же к событиям до матча. Дина с дочкой вернулись в дом. Отношения между ними, конечно, весьма, сказать, натянутые, как бы тяжело, да? Скорее, Лэнс переживает за мать. Она уже в возрасте, ей стоило бы отдыхать, а на деле даже присесть не хочет. Думаю, что многие из нас с таким сталкивались. Ответ на причину такого поведения весьма прост. Дрейк не хочет целыми днями лежать на диване и чувствовать к себе жалость. Это не в ее духе. И они не особо понимают друг друга. Дрейк прямо проговаривает, что каждый день для нее это очень долгий день. Дочь попросту не сможет этого понять. «Хорошо, прости, просто... все равно. Спроси меня о боли еще раз. Легче солгать об этом, чем говорить с тобой о чем бы то ни было». Мы же возвращаемся на ринг. Леди Шива продолжает разматывать Дину, и, что примечательно, она весьма неплохо работает со зрителями. Заводит толпу, разогревает перед вкусным приемом, настраивая всех на свой лад, на свою победу.
Шум от аудитории удивляет комментаторов. Такой поддержки они не слышали никогда за всю свою карьеру. Несмотря на то, что симпатия так-то должна быть на стороне канарейки, ведь она супергерой как-никак, но каждый крик в сторону ринга — громкий и яркий лесный возглас в адрес Сандры, которая тем временем выполняет ныряющий удар локтем, ну или типа того. Если она попадет по Дине, то это конец. Канарейка же не двигается. Но нет, канарейка делает кувырок в сторону в последние миллисекунды. Шива жестко приземляется. Дина встает, размазывая кровь по лицу. Это еще не конец. Далеко не конец. Сандра смотрит в глаза Дины, говоря тем самым: «Иди сюда, иди ко мне, посмотри мне в глаза. Видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга, пока наши глаза не устанут». Но Лэнс хочет смотреть. Она готова. И Шива делает свой ход. Наносит удар прямиком через весь ринг. Но у нас вновь флешбэк. Лэнс идет на прогулку, несмотря на то, что уже слишком поздно. Дрейк не против, отпускает дочку, но предупреждает, что завтра они начинают весьма рано, так что пусть имеет в виду. Глядя на эти кадры, вы, должно быть, задаетесь вопросом, а больна ли канарейка старшая раком? И ответ — да. Вероятнее всего, это рак. Но к этому мы еще вернемся в самом конце. Досмотрите, там есть небольшой твист. Тем временем Лэнс идет в бар, заказывает себе пивка. Почему бы и да? Жидкое золото как-никак. На фоне же у нас оживленное обсуждение от комментаторов матча. Майк искренне поверил, что канарейка вернулась в строй, но Джонни считает иначе. Все эти ее движения, попытки увернуться — это не признаки силы, нет, это признаки уязвимости. И он пытается объяснить. На взгляд Джонни, между Шивой и канарейкой есть одна огромная разница, которая и может решить исход битвы. Если у Сандры нет сил, то у канарейки, напротив, есть ее крик. Даже когда ее загонят в угол, когда уже не останется иного выхода, у нее так или иначе будет этот последний островок надежды, на который она может опереться. На взгляд комментатора, это сильно меняет дело. Канарейке не нужно быть напористой, ей достаточно просто защищаться. Никакой агрессии. Майк же признает, что если все-таки Джонни прав, то да, это конец для черной канарейки, потому что Шива так или иначе достанет ее, судя по темпу боя сейчас. И так практически и случается. Сандра выдает сильнейший удар прямо по челюсти Дины. Комментаторы в шоке, ведь они даже слышали этот сокрушительный ход, несмотря на возгласы толпы. После такого Шива не останавливается и пробивает корпус Дины ударами коленом. И кажется, что да, это действительно шанс для канарейки использовать свой крик, но это сразу же будет означать, что она покидает бой. Она не станет лучшей из лучших. Тем временем в баре, во флешбеке, Дина, оказывается, пришла навстречу к кому-то. Ты готова? Ну, у меня уже здесь есть матушка, так что это делает тебя моей нянечкой. Я давно приглядываю за Шивой, она крайне хороша. Проигрыш в первом раунде — это не то, за что мы тебя платим. Нет, я сдамся в 6-м. Вот за что ты мне платишь. На ринге же комментаторы вновь разгоняют, что вот все, один удар, которым Шива поставит точку. Она готовится. Стойка крепче стали. Однако промахивается, к удивлению всех. Дина успевает увернуться, остается на ногах, но это пока что. Для закрепления своей позиции Лэнс дает отпор, да еще какой! Она бьет локтем прямиком в висок Шивы. Невероятнейший удар. Варварский, дикий, как описывают Майк и Джонни. И на последней странице мы узнаем, что Дина, оказывается, в баре беседовала с Венделом Сэвиджем. Он обещал ей лекарства, но взамен ему нужны вот эти деньги. Много денег. Ставки в этом бою наверняка невероятно высокие, и речь явно не про сотни миллионов, раз уж смотрят даже за пределами Солнечной системы. Дина могла бы с помощью своего свиста сейчас проделать дыру в голове Бессмертного, чтобы его охватила невероятная боль, и он бы мучился на этом грязном столе. Вы, конечно, скажете, что Вендел Сэвидж восстановится, и вы будете правы, но чувствовать боль он все-таки может. Вот оно, девочка. Прямо здесь. Это то, что нам нужно.
Смелость оставаться на своих двоих, когда знаешь, что уже проиграла. На ринге же все самое вкусное только начинается. Шива ненадолго отключается, но сразу же возвращается. Дина также готова биться дальше. Она в порядке. Остается на ногах, даже зная, что уже проиграла. Первый раунд позади. И он остается за канарейкой. В диалоге комментаторов мы видим подтверждение, что да, первый раунд закончился, продлился он 6 минут. Многие ставили на то, что черная канарейка будет раздавать, но по итогу получается сама, и весьма неплохо. Леди Шива явно не собирается уступать и, что самое главное, показала, как легко ей дается весь этот бой. Прежде чем начинается второй раунд, на экранах показывают рекап первого. Все самое интересное, важное и зрелищное. Осталась ли надежда? Да, но где-то в закромах. Важнее во всем этом другой вопрос. Сможет ли канарейка все-таки победить? На ринге появляется Тед Грант, Дикий Кот. «Выглядишь потрясающе. Шива любит открытое пространство. Ей нужно место для маневра. Ты должна попытаться загнать ее в угол. Возьми инициативу в свои руки. Если она начнет гнаться за тобой, то отлично. У нее есть техника, но помни, что на твоей стороне выносливость. Ты победишь». Люди думают, что дело в силе воли, ловкости или подобном дерьме, но, детка, мы оба знаем, что бой выигрывается благодаря физической подготовке. Именно так ты и проходишь этот путь. Она звонила. Да, даже в такой сложный и важный момент Дина думает о своей матери. И это не мудрено. Мы же возвращаемся на некоторое время назад, Коупвиль. Настало время тренировок. Да, в комиксе будет достаточно моментов, которые будут раскрывать процесс физической подготовки черной канарейки. Что же происходит тут? Пристань. Раннее холодное утро. Дина уже успела несколько раз окунуться, как кажется, но нет, это все проливной дождь. Ей предстоит еще несколько раз пройти дистанцию в воде, поэтому все только начинается. Доброе утро. Кофейку. Ты знаешь правила с тех пор, как тебе стукнуло 3. Сначала водичка, а потом кофеечек. Да, судя по всему, тренировки у Лэнс были жесткими с самого раннего детства, и тем не менее Дрейк не хочет давать послабления дочери даже сейчас. Она же хочет победить, верно? Ну, значит, ей нужно наплевать на свою зону комфорта и на то, что ей хочется, чтобы добиться желаемого результата, иначе никак. И схема, кстати, здесь весьма проста. Это провокация. Дрейк берет на понт свою дочь, грубо говоря, и это работает. Лэнс прыгает в воду. Вот я отморозила всю свою жопу, блядь. За языком следи, если бы твой отец все еще был тут. И на этом моменте Дрейк бросает дочери шлакоблочный кирпич. Такие весят порядка 20 килограмм. Папа бы меня отсюда вытащил и дал ебаную куртку и кофе. Нет, он не стал бы. Он думал, что кофе вызывает рак. Как долго-то? Ну, начнем с 10 минут сегодня. После 2 круга вокруг острова. Удваиваем от недели к неделе. Ты отлично справляешься, милая, горжусь тобой. Вернемся на ринг. Начало второго раунда. Лэнс и Шива стоят прямо посреди ринга, смотрят друг другу в глаза. После Сандра поворачивается к канарейке спиной и уходит в свой угол. Толпа в предвкушении. В зале становится настолько тихо, что можно услышать, как падает булавка, как говорят комментаторы. Шива поднимает руки, и происходит то, о чем говорил ранее Тед. Шиве нужно пространство, и она его использует. Она делает колесо и наносит удар ногой прямо по челюсти Дины. И та падает на ринг. Да, кажется, что фанаты черной канарейки, которые следят за этим матчем, явно будут разочарованы. Однако вернемся в прошлое. Молодость Дины
Дрейк. Ну, как я выгляжу? Только честно. Я отвечу честно, я. Горячо. Сеточка канарейки к лицу. Но по факту этот вопрос был адресован маленькой Дине Лэнс, и она считает, что, да, ее мама очень красивая. Какая ты чудесная. Можно я подожду, пока ты вернешься? Ох, нет, дорогая. Будет уже очень поздно для тебя, и тебе надо рано вставать для нашей пробежки. Это среда, так что всего лишь полумарафон. Но тебе так или иначе нужно отдохнуть, чтобы успеть пробежать его до школы. Особенно судя по тому, как ты бегаешь в последнее время. Это нечестно. Не уверен, что понимаю, сколько лет здесь Дине Лэнс, но сомневаюсь, что ее мать соблюдает те или иные требования безопасности и возрастные категории в плане нагрузки. Тот же полумарафон доступен с 16 лет, если бегать его официально. Я же предположу, что Лэнс здесь где-то, 13 лет, может быть даже чуть меньше. Тем временем Дина Дрейк собирается в патруль по Готэму. Она говорит дочке, что папа скоро вернется, буквально в течение часа. Еда в холодильнике. Мамочка? Да, дорогая. Это безопасно? Не забывай делать свои упражнения, пока меня нет. Не хочу будить тебя завтра и слышать о том, что ты потратила ночь впустую, даже если папочка скажет, что тебе и не нужно это делать. Дрейк уходит. Время надирать задницы плохих парней, а Лэнс начинает анжуманию. Далее я постараюсь больше игнорировать комментаторов, потому что особо важной информации они, если честно, не сообщают. Например, кроме того, что Сандра продолжает наносить канарейке удар за ударом, и ударом, и ударом, но Лэнс внезапно хватает ногу Шивы, а после перекидывает ее через плечо и падает сама. Весьма мощный ход. Теперь уже сама Сандра на лопатках. Напряжение на ринге нарастает. Дина ловким движением встает обратно на ноги, собирается атаковать Шиву, но Сандра вновь перехватывает инициативу на себя, влетая с двух ног по челюсти черной канарейки. Весьма болезненный и жесткий удар. От комментаторов отмечу только один тейк. Уловки всегда были частью игры черной канарейки. По факту ты можешь понять это по ее имени. Черная в черной канарейке отсылает нас к ночи, к тому, как ее мама преимущественно работала прямиком в тенях. Этакий Бэтмен до Бэтмена, если так угодно. Вернемся же в недалекое прошлое, Коупвиль. Тренировки Дины под руководством ее матери. Что ты делаешь? Думаешь, у нас есть целый день на это? Такими темпами ты не обогнешь остров и за 2 часа. Ты не замерзла? Не устала? Не голодна? У меня есть полотенце и теплый завтрак на пирсе. Все, что тебе надо сделать, это добраться туда. Что это такое, Дина? Ты что, собираешься делать все именно так? Ты должна была плыть, а все, что ты делаешь сейчас, это пытаешься остаться на плаву, чтобы не утонуть. Поторопись, давай, двигайся. И вот уже на пирсе. Где завтрак? Дома. Сколько там? 5 миль? Блинчики, яйца, бекон. Сделаю все, что ты любишь. Закрыто. Мам, нажми кнопку. Я буду ехать на 20-ке, ладно? Если ты упадешь где-то там позади, то, что же, я вернусь, и мы начнем заново. Сегодня налегке, потому что я добрая. Завтра буду двигаться на 25. Мам! Эта и следующая страница показывают нам тренировку Дины во всей красе. Здесь и жим-лежа, и джампинг-джек, и скакалка, и прессуха, и обычные отжимания. В целом мем про пресс-качат отжимания делать оказывается вполне реальным. Что важно во всем этом, так это то, что Дина Дрейк действительно не дает послаблений для своей дочери. Вообще никак. Жестка, сурова и, что важно, она внимательна к тому, как ее подопечная, не дочь, а подопечная работает над поставленной задачей. А она работает мощно. Причем некоторые упражнения я например, вижу из тяжелоатлетических. Тоже взятие в сеты и подъем штанги. Это развитие ног и кора. Калистеника также присутствует. Дина стоит на одной руке.
Без исключений, здесь и работа со снарядом. Это даже не обсуждается, пусть и не показывается в комиксе. Но, по крайней мере, упоминается. Да, отдаю должное, развитие у нее многофункциональное и даже чем-то напоминает многосторонние кроссфит-тренировки. Наверное, одну фразу матери я даже вынесу в цитату. «Это ты столько сейчас поднимаешь? Ты что делала все эти годы? Я думала, что ты с преступностью сражалась, а не с маленькими девочками». Да, всем бы такого тренера в новом году, который не будет давать послаблений. На ринге же Дина дает отпор Шиве смачным ударом кулака по челюсти. Злость и ярость в груди Лэнс позволили наконец-то зажать Шиву, как и говорил Тед. В прошлом же маленькая Дина кушает вместе с папой и смотрит телек. Видимо, не сделала так, как хотела ее мама. В один момент выступление бодибилдеров прерывается срочным выпуском новостей. Ведущая сообщает, что было предотвращено ограбление банка в Готэме. Все заложники спасены и освобождены, а вот преступники за решеткой. И все это благодаря линчевателю, более известному как «Черная канарейка». Но поступили сообщения, что во время процесса спасения людей ее ранили. Однако подтвердить новостники или же опровергнуть эту информацию просто не могут. Это невозможно. Отец сразу сообщает Дине, что «Слушай, с мамой все будет в порядке, всегда было, будет и тут. Не надо переживать». Однако у ребенка все равно этакий шок. Мы же вернемся на ринг. Доминирование черной канарейки закончилось так же быстро, как и началось. Шива вновь перехватывает инициативу и весьма быстро укладывает Дину на лопатки. Жесткое приземление. Но Сандра на этом не останавливается и, зажав Лэнс, начинает вбивать ее голову в ринг, раз за разом нанося удар. Толпа не удивлена, нет, они шокированы. Комментаторы же остаются в своем духе, но примечательно здесь то, что они успели спросить, видимо, еще до боя, а может быть и до раунда, я пока, честно, не понимаю, у Сандры ее мнение о канарейке как об оппоненте. Она ничто. Она никто. Вам не следует сравнивать Бога с голубкой. Вернемся же немного назад. Коупвиль. Как себя чувствуешь? Ох, знаешь, как Оля в парочку лет. Мертвый. Ну, он же жив сейчас, да? Мне сложно уследить за развитием событий. Честно признаюсь, мы все немного Дина Дрейк, нам всем бывает тяжело уследить за развитием событий. Но тем не менее, да, настал момент, когда Лэнс может расслабиться. Матушка делает ей массаж, который поможет мышцам быстрее восстановиться. Однако ни с того ни с сего Дина Дрейк теряет сознание и падает на пол. Как ни удивительно, но в жизни действительно все происходит абсолютно так же, друзья. Комментаторы за кадром, судя по тому, как развивается матч, уже надеются, что черная канарейка просто скажет два заветных слова. «Я сдаюсь». Потому что, просто нет другого пути. Канарейка буквально вбита в пол, без сил. Леди Шива, ликуя, поднимает руки вверх, она задорит толпу и ждет, пока Лэнс просто скажет, что она сдается. И этого, по всей видимости, ждут уже все. Но Дина не сдается. Она в сознании. Пытается найти в себе силы, но Сандра ставит ногу на ее грудь, доминируя, и одним смачнейшим плевком унижает Лэнс на глазах абсолютно безграничного количества зрителей. Комментаторы также не удивлены. Их сердца, их голоса всецело за Сандру. Она высший хищник в этой пищевой цепи. Самодовольная, она облокачивается на канаты ринга, пока черная канарейка никак не может встать. Вернемся же в прошлое маленькой Дины Лэнс. Кстати, фанатки Чудо-женщины, судя по ее пижамке. Она просыпается от шума в соседней комнате. Ее родители о чем-то громко спорят. Ларри, а именно так зовут отца Дины, просит Дрейк отправиться в больницу, она серьезно ранена.
но она отказывается. И вполне очевидно, что линчевателю, пусть даже и положительному, с точки зрения прессы или же общественного мнения, подобный ход на руку не идет. Ведь за всем этим может последовать и раскрытие личности, и, как следствие, угроза всей семье. Найдется коррумпированный врач, который сольет данные мафии или же другим не очень хорошим людям. Тем не менее, Дина видит все это и спрашивает у мамы, в порядке ли она. На что Дрейк кричит на дочь, просит идти в свою комнату сейчас же. Это не для ее глаз. И здесь на странице у нас мешаются события, они идут параллельно. В настоящем Лэнс начинает ползти к канатам, пытается найти опору, встать, и ей это удается с горем пополам. В прошлом же Дина поднимает парик матери и внимательно осматривает его, а после примеряет. Вот знаете, это как если бы ребенок, который сильно фанатеет от Бэтмена, надел бы маску крестоносца в плаще, чтобы почувствовать его силу, прочувствовать его суть. И так и происходит. Вероятно, это именно тот самый момент, когда Дина впервые почувствовала себя черной канарейкой. Возможно, именно здесь начинается ее путь. Она могла запаниковать, увидев раненую маму, могла сбежать из дома в истерике, но нет. Она укрепила в себе желание быть как мама, быть такой же героиней, быть черной канарейкой. Примечательное, что я подметил на этой странице, это, естественно, наклейки с символики Чудо-женщины и Супермена. Заметил, что здесь также есть символика Кобры Кай из фильма «Пацан-каратист» 84 года, и, конечно же, Брюс Ли. Куда уж без него. За кадром же комментаторы также удивлены тем, что происходит на ринге. Никто не ожидал, что Лэнс встанет на ноги. Все думали, что это конец. Дина Лэнс не закончила. Она готова к следующему раунду. Она обязана очистить не только свою честь, но и честь своей матери. Честь черной канарейки. Комментаторы взбудоражены. Теперь их ждет еще один раунд, вероятно, что даже самый лучший. Ну а нас же вновь отбрасывают в Коупвиль. Лэнс собирается записать мать к врачу, но та отказывается. Ей плевать на врачей, а от дочери ей нужна только одна вещь. «Я делала это всю твою жизнь. Отдавала тебе все, и ты мне кое-что должна. Что-то, что я хочу, прежде чем эта хуйня заберет меня. Ты должна показать им, что я сделала. Кто я такая? Кто мы такие? Дина Дрейк Лэнс, ты должна победить». Тед Грант, вы выходили на ковер для участия в исторических боксерских поединках, и вы были в центре внимания некоторых из самых масштабных и кровавых поединков в мире. Вы когда-нибудь видели бой с таким ажиотажем и массовостью, как этот? Нет. Хорошо, мы уже прошли 2 раунда, обе стороны проявили стойкость и мастерство. Ваш боец, Черная Канарейка, бросил вызов общему мнению о том, что в начале противостояния шансы были невелики, и она сумела продержаться до конца. Как, по-вашему, обстоят дела? Это сложный вопрос. Итак, для нас было неожиданностью увидеть вас здесь сегодня вечером. Много писали о том, что Дина отправилась в Вашингтон тренироваться со своей матерью, первой черной канарейкой. Я думаю, мы все ожидали увидеть Дину Дрейк здесь, в углу. У тебя есть какие-нибудь комментарии по поводу того, что ты заменил самую великую птицу Готэма? Нет. И на этом величайшее интервью заканчивается. Справедливости ради, но комментаторы даже порой выдают крайне смешные вещи. Общаясь друг с другом, Джонни подтверждает, что ответы чемпиона были красноречивыми и довольно глубокими. Со смыслом. Ага. Тем временем где-то в лесах Коупвилля, недалеко от дома, Дина тренируется, отрабатывает лоу-кик. И спустя несколько попыток будто бы достигает точки кипения, из-за чего она использует свой крик канарейки. Почему это произошло? Мне кажется, и так ясно, какая это нагрузка на нервную систему со всех сторон. Проблемы со здоровьем родной матери, этот бой, изнуряющие тренировки – все это в совокупности действительно может сильно покорешить. Однако, да, так или иначе, третий раунд начинается здесь и сейчас.
Выплеснув весь свой негатив, Дина останавливается на минутку, чтобы перевести дух, но ее отвлекает неожиданный гость. Впечатляет. Это Бэтмен. Каким-то образом посреди леса оказался наш старый добрый ушастый. О причинах его пребывания тут я расскажу чуть позже. В свое время я бил несколько деревьев. Ни разу не удавалось повалить хотя бы одно, не говоря уже о целом лесу. Однако для нас, друзья, самое время переместиться вперед во времени. Бьет гонг. Не то чтобы мы получаем здесь что-то необычное. Комментаторы в своей стандартной манере делают свою работу. Например, Шива, по их мнению, ведет себя, цитирую, как бобер с лихорадкой, подразумевая, что она крайне активна. Однако, если мы сами посмотрим, то кажется, будто Дина сейчас нанесет удар, и чаша весов накренится в ее сторону. Но все складывается иначе. Недостаточно скорости, недостаточно реакции. Шива перепрыгивает через Лэнс, а после хватает ее за костюм, готовясь перебросить через себя. И вот именно в моменте, когда ноги Сандры касаются ринга, она прикладывает все усилия и не просто бросает Дину на ринг, а перебрасывает ее аж через канаты прямиком на столы. Боль. Чистейшая и необузданная. Но это прям мощный ход. Такой прием, знаете, как сами комментаторы описали ранее, годится аж на золотую олимпийскую медаль. Неясно только в каком виде спорта. Тем временем леди Шива говорит канарейке. «Что ты за птичка такая? Тебе не нравится летать?» Мы же переносимся в прошлое, еще до поездки Дины в Коупвиль. Вендел Савидж ранен. Оливер Куин, Зеленая Стрела, постарался на славу. «Ох, мужик, прости, это моя вина. Видишь, я снова забыл накинуть боксерские перчатки на стрелы. Опять! Не знаю, что случилось, Вендел. Утречком я был в спешке, когда узнал о твоем секретном убежище, которое ты маскируешь клубом. Полагаю, что я просто пропустил какой-то этап в подготовке. Я должен записать это в свой календарик или типа того, но в любом случае, по крайней мере, у нас было время придумать этот план, в котором Дина чуть пошумит у всех на виду, чтобы отвлечь твоих болванчиков. Затем я подхожу к тебе сзади и стреляю в тебя вырубающей стрелой. Эй, не надо!» И Вендел берет инициативу в свои руки, вытаскивает одну из стрел и ею же ранит Оливера. Все-таки Куин дурачок, подходит к бессмертному мужику, но это как-то глупо, не? Тут же, наверное, дам одно примечание. Стрела с боксерской перчаткой — это одна из знаменитых стрел Оливера в комиксах. Презираю болтунов. Я понимаю, почему вы, люди, должны бороться со мной, но это болтовня в процессе, ей-богу, мы ж не дети. А Оливер Куин тем временем умирает. Вендел, как ни в чем не бывало, продолжает вещать. Полагаю, что именно поэтому я предпочитаю твою любовницу. Ну, как минимум, у птички есть хоть капля... Чё за манер? Да, Дина появляется в самое нужное время. Прошу, не нужно, уступаю, сдаюсь. Чувствую себя таким побежденным. Здесь нет необходимости для тебя демонстрировать несомненно выдающиеся пределы своей жестокости. Ты черная канарейка, а я ранен. Сражаться сейчас, когда кончина так трагически неизбежна, было бы пустой тратой времени и усилий всех. Давай вместо этого подойдем к вопросу так, как будто мы цивилизованные члены общества, какими мы часто притворяемся. Уверен, что это было бы приятной сменой обстановки для каждого из нас. Прошу, присядь, выпей со мной. Я бы хотел узнать твое мнение об одном деловом предложении. Да, друзья, это предтеча ситуации, которую мы видели в самом первом выпуске в конце. Вернемся на ринг. Шива продолжает свое шествие. Комментаторы сходят с ума. Они уже дважды наблюдали за тем, как Сандра буквально в зубах держала свою добычу, но по итогу ослабляла хватку и отпускала канарейку. По их мнению, это ее самая главная ошибка. Неужели это повторится и в третий раз? Или же Шива наконец-то наберется мужества и добьет Дину? Сандра тем временем взбирается на канаты, пока Лэнс пытается хоть как-то привстать, но положение у нее максимально безвыходное.
Леди Шива готова нанести удар. И она прыгает локтем вниз, припечатывая Дину Лэнс со всей своей чемпионской дури. Майк и Джонни чуть ли не попкорн открывают, чтобы наслаждаться каждой секундой того, что происходит уже за пределами ринга. Но вернемся же в Коупвиль, к тренировкам канарейки. Я знаю. Прежде чем ты скажешь что-нибудь, я признаю, опоздала. Кроме того, я не пытаюсь оправдаться, но тут Бэтмен. Тогда получается, что это он там шумел. Нет. Да, Бэтс, который сразу же пытается прояснить, что это не он, это сильно, как нашкодивший ребенок. Конечно же, мать отчитывает дочь. Так дела не делаются, так бой не выигрывается. Нужно больше дисциплины и силы воли. Ну, это, по крайней мере, я так рассуждаю. Тем временем Бэтмен вмешивается. Он пришел сюда по делу Лиги Справедливости. И, как он сам говорит, он пришел не как друг. Он хочет знать, почему я дерусь за деньги. Очевидно, что это нарушает какое-то супергеройское правило, и я должна чувствовать себя виноватой. Супер виноватой. Поскольку он все еще здесь, предполагаю, что твой ответ ему не понравился. Я сказала ему, что обожаю деньги и славу, а он сказал, что я лгу. Он думает, что все должно быть героическим. Все мы просто хотим помочь. И тут Дрейк вступается за дочь. Раз уже этот ушастый пришел и навязывает свои правила и считает, что каждый должен помогать, то значит и здесь он тоже может быть полезным. И, как ни странно, Бэтмен не в курсе, что от него хотят. На ринге же происходит полнейшее безумие. Канарейка повержена. Шива тащит Лэнса, будто мешок с картошкой, однако путь ей преграждает Тед Грант. Дикий кот, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе. Зловещая улыбка от Сандры означает только одно. Канарейке будет только хуже, и лишь потому, что Грант будет это видеть, ни больше и не меньше. Шива со всей силы берет Дину и бросает ее лицом о металлические ступеньки. Максимально жестко. Грант теперь проверяет своего бойца. Мы напоминаем, что он не может остановить матч. Это может сделать только Канарейка, причем сдавшись. Однако Грант может вызвать судью, чтобы нейтральная сторона определила, что черная Канарейка более не может драться. И судя по состоянию Дины, то да, я бы тоже подумал, что это, вероятно, конец. Тем временем комментаторы замечают, что Шива что-то хочет сказать, и благодаря микрофонам, которые раскиданы по стадиону, они могут расслышать только одну фразу. Как бы шум толпы, сами понимаете. И Сандра говорит: на этом все. Твоя сука закончила. Такой подбор слов от леди Шивы выводит дикого кота из себя. Он атакует Сандру, успевает сделать один удар с левой, но промахивается. Шива перехватывает инициативу и бросает Теда в прогиб аккурат в ограждение. Комментаторы тем временем напоминают зрителям, впрочем и нам, что сверхсилы, как и любое другое оружие, это все под запретом. Уговор был на рукопашный бой до конца. И главный вопрос болтунов в том, а является ли Тед Грант в таком случае, который сейчас произошел, оружием? Может ли это считаться поводом для дисквалификации черной канарейки? Со слов Джонни, с одной стороны, да, это прямой повод для удаления Дины с ринга. А вот с другой стороны, это уже не имеет никакого значения, потому что всем плевать. Одолев Теда, Шива могла бы на этом остановиться, но, заметив, что Дина очнулась, что она внимательно смотрит, ехидная улыбка снова расплывается по лицу Сандры. Чистое зло? Ненависть? Ярость? Что это? Как это описать? Вы знаете, возможно, ее действия скажут за нее тогда, да? Леди Шива прыгает на лицо Теду. Кстати, не волнуйтесь, он останется жив, все с ним будет в порядке, но в реальной жизни, боюсь, это был бы сразу же фатальный удар. Как минимум, кровоизлияние в мозг и билет на тот свет. Комикс же переносит нас вновь в прошлое. Коупвиль. Тренировки канарейки. Бэтмен снял с себя свой плащ. Он готовится к спаррингу. Это абсурд. Мне это нравится. Безусловно, нравится. Есть еще порох в пороховницах старушки Дины. И, черт возьми, мне так нравится, как Райан Сук нарисовал лица матери и дочери. Вот это одна и та же Хорни ухмылочка.
Заметьте, кстати, они реально визуально похожи. Бэтмен все-таки, да, решается поговорить с Диной, пусть и во время спарринга. Драться за деньги? На тебя не похоже. А с чего ты взял? Я не особо уверена, что ты вообще хоть что-то про меня знаешь. Я говорил с Олли. А, отлично, ты позвонил моему парню. Теперь-то ты все понял. Ты величайший в мире детектив. Дина подгоняет болтунов, просит меньше слов и побольше ударов. Сейчас отличный шанс провести реальный и действительно достойный спарринг, потому что Бэтмен прекрасно знает, кто такая Шива и на что она способна. Брюс, кстати, не оставляет попыток понять, что же все-таки здесь происходит, однако Лэнс не поддается ни за что. Ей нечего сказать Брюсу, да и к тому же ему и не стоит знать, не его ума дело. И вот во время этих перекрестных вопросов Бэтмен пропускает правый джеб. Он на лопатках. Единственное, что Дина может ему сказать, что она просто лучше Шивы. И вот здесь, на мой взгляд, происходит весьма интересное событие. Бэтмен поддался, как мне кажется, получил нарочно. Для канарейки шлепнуть Брюса по лицу во время спарринга, но это может быть очень даже крутым мотивационным ходом. Сигналом, что не все потеряно, мол, смотри, я втрепала Бэтсу, я еще что-то могу, но это лишь мысли вслух. Свое мнение пишите в комментариях, я просто напоминаю. На ринге Тед все еще без сознания, истекает кровью. Дина постепенно приходит в себя и начинает карабкаться по этой самой стальной лестнице. Израненная, явно из последних сил, она тянется до каната, а после взбирается на ринг, она еле-еле встает. Шива тем временем пользуется случаем и нежится в лучах славы. Она наслаждается вниманием толпы. Комментаторы застыли, вся в ожидании ключевого момента матча тысячелетия. Канарейка может сдаться и закончить все раз и навсегда, но она говорит: еще. Вернемся же в прошлое. Вендел и Дина беседуют. Они обсуждают матч. Ты не можешь сдаться рано, хотя захочешь. Она будет беспощадной. Все деньги будут поставлены на нее, если ты не продержишься хотя бы до 6-го раунда. В этот момент элегантные дегенераты запаникуют и сбегут, и я возьму на себя их риск и превращу его в непревзойденное состояние. Моя мать, как ты узнал? Что же, ты же понимаешь, как это бывает. Мы были смертельными врагами однажды. Потом она, как и миллионы до нее, стала более зрелой, пока я остаюсь диким. Тут игра слов, но вне зависимости от того, как вы повернете, все останется примерно одним и тем же, по сути. Вендел со временем попросту не менялся из-за своего бессмертия. И он далее продолжает, объясняя Дине, что так или иначе он бы навещал ее матушку в память о старых добрых временах. И вот в один из таких дней, когда они встретились, они обменялись угрозами, посмеялись над происходящим, и Дина Дрейк напрямую сказала, что ей нужно попрощаться. Следующего раза, следующей встречи попросту не будет. Она в шутку спросила, есть ли у меня лекарство, и я засмеялся, потому что знал, что если я скажу «нет», то она сразу бы поняла, что я лгу. Дина всегда была очень внимательной. Что же, что скажешь? Это правда? Готов поклясться могилой твоей матери, но для этого слишком рано. Я не знаю. Тем временем Вендел воскрешает Оливера, вколов ему некую сыворотку. А также он просит Дину, все-таки подумать над предложением. Он готов все устроить, стать распорядителем, готов предоставить лекарство. Теперь же, по Станиславскому, ему надо сыграть труп. Оли же приходит в себя. Что случилось? Тебя ранили, ты умер. Я пришла. Вандал и я подрались. Я победила. Ты снова спасла меня, пташка, спасибо. Нет, тебе не нужно благодарить меня, я просто делаю то, для чего меня воспитали.
На ринге Леди Шива и Черная Канарейка выбивают друг из друга все то, что только можно, что только нельзя, о чем можно мечтать и о чем мечтать не следует. Мясорубка весьма. Сказать тут больше и нечего. Что я могу сказать, Майк? Канарейка попала в угольную шахту, и все ожидали, что она выйдет мертвой, но вместо этого, мой дорогой друг Дина Лэнс вышла с размахом. Мы же вернемся в прошлое. Коупвиль, вечер после спаррингов. Бэтмен разговаривает с Диной. Я дрался с ней много раз. И что думаешь? Я думаю, что ты проиграешь. Именно поэтому я знаю, что ты лжешь. Я, так нахуй устала. И это не имеет значения, ни капли не важно. Все равно надо рано вставать, все равно надо... Да чтоб меня. Ты прекрасно знаешь, каково это. Эти деревья не собираются убиваться самостоятельно. И на этом мы заканчиваем 3-й выпуск. Все на тех же посиделках героев, что наблюдают за боем Черной Канарейки и Леди Шивы. Фонарь делает элегантный мув с лучшим применением кольца. Он открывает пивко. Что думаешь? Именно так Дина и делает. Ей нравится начинать не спеша. Она нагонит. Не сомневаюсь, но я не об этом. Вот ты знаешь, в чем проблема всех полицейских, особенно космических. Вы все параноики. Бой не должен быть больше, чем просто бой. Достаточно того, что просто есть два человека, и лишь один из них может победить. Но диалог прерывает звонок. Это гонг, сигнал к действию. Начинается 4-й раунд. Вот знаете, я сразу здесь замечу, что фраза Оливера про то, что бой не должен быть больше, чем просто бой, это как будто бы комментарий самого Тома Кинга к тому, что чё мы ждем-то от серии? Это просто бой Леди Шивы и Черной Канарейки. Здесь не должно быть чего-то невероятно грандиозного. Достаточно того, что просто есть два человека, действительно, и лишь один из них может победить. Но на самом деле, давайте честно, тут все-таки есть что-то большее, в частности, это просто отношения, опять же, Дины Лэнс и Дины Дрейк, которые весьма хорошо раскрываются. Но вернемся к комиксу. Дина на ринге выдает мощнейшие удары по Леди Шиве. Сначала левый, потом правый, а потом еще раз левый. И комментаторы в шоке. С их слов, если бы не многотысячный рев людей на стадионе, то они явно бы смогли услышать звуковой сигнал, который предупреждал бы о чем-то мощном. Снова и снова. Канарейка известна своим голосом, но мы не ожидали ее музыкального перформанса сегодня вечером. Однако, как и величайшие поп-звезды всех времен, она приспосабливается к актуальному времени и завоевывает свою аудиторию. Дамы и господа, хиты на подходе. Тут занятно, хиты понимаем как песни, а также как удары. Тем временем неотложка забирает Теда Гранта. Вся эта ситуация с Диким Котом очень сильно подстегнула Канарейку, о чем признаются, опять же, комментаторы. К примеру, Джон прямо проговаривает, что ранее он мог уложить суть боя в 700 слов, однако сейчас все укладывается в 2. Тед и Грант. Суть в том, что после того, как Шива уложила давнего наставника и друга Канарейки, у Дины попросту не было выбора, кроме как показать стойкость и дать отпор более сильному противнику. И как по мне, это понимаемо. Причем, знаете, такой мув кажется даже стереотипным. Ну, кто-то побеждает друга, напарника, там, наставника, главного героя, и тут начинает прям-таки выбивать дурь из антагониста и в дальнейшем побеждать. Вот здесь, как по мне, происходит нечто похожее. Теперь мы вернемся немного в прошлое. Дина — это Оливер Куин, называет себя Оли. Оли — это Дина Лэнс, называет себя Черной Канарейкой. Оли только что вернулся из долгой поездки за границу. У него были некоторые проблемы. Это было в газетах, ну да ладно. Короче, вернувшись, он хочет... узнать некоторые наши приемчики. Ну, там, как вести себя в драке, все такое. Ну, я подумал, что, может быть, ты обсудишь с ним часть того, над чем мы работаем. Черная Канарейка? Серьезно? Чё за хуйня, Грант? Я много плачу за то, чтобы тренироваться у чемпиона. Пришел сюда не для того, чтобы играть с одной из твоих студенток. Даже если она и назвала себя в честь подзабытого супергероя. Прости? О, не, я думаю, что какая-то путаница произошла. Я бы так сказал. Да ну.
Да, отлично, Оли, видишь ли, Дина не моя студентка. Она мой учитель. И Оля получает смачнейшего по своей выбритой лицу. Тут же нам пора возвращаться на ринг. Там комментаторы опять сходят с ума от того, насколько сильный удар был нанесен. Никогда такого не было, и вот опять. Господи, не зря я стал их периодически игнорировать. Причем по лицу получает Шива. Ну да, опять произошел сюжетный обмен. Теперь на вершине ринга канарейка. Я уже постепенно теряю энтузиазм описывать происходящее на ринге, особенно через призму комментаторов, поэтому лишь скажу, что Дина пока что действует весьма жестоко, и это, как я упоминал ранее, объяснимо. Никакой пощады для Сандры. Сделай это. Покажи им, кто я такая. Кричи! И Дина заставляет Шиву кричать. Свершилось ли на этом месте? Я думаю, что нет. Бой еще далеко не закончен, да и у Лэнс явно затаится долгая-долгая обида. Мы же вернемся в прошлое. Дина с матерью в баре, они пьют текилку, там же по классике лайм и соль. Причем, кстати, мне искренне нравится наблюдать вот за такими моментами, потому что, от них веет какой-то простотой и теплом. Ближе к народу, скажем так. Ну да ладно, поход дочери и матери в бар — это так, чисто поболтать, отдохнуть, кайфануть. Очень хорошо. Тем не менее, дочь признается, что ее мать должна была стать ролевой моделью для нее. Проще говоря, пример для подражания, на что Дрейк говорит, что все так-то и сложилось, о чем ты, без преувеличений. Кстати, вот этот момент про ролевую модель будет хорошо описан позднее. Увидите сами. Это тупо. Нет, это тест. Ты сделаешь так, чтобы мне было нехорошо, и потом заставишь с кем-то драться. Заткнись. Я просто хотела поспрашивать тебя о боли. Ты никогда не говоришь о нем, и я подумала, что, может быть, мы можем поговорить о нем. Оля, да лучше с кем-нибудь помахаюсь, чем ты. Завали. Ребятки, вам так хорошо вдвоем, вы работаете, как твой отец и я. Почему его нет здесь, с нами? Я скучаю по нему. Ты скучаешь по нему? Нет. Да, Лэнс не особо рада обсуждать подобное. Для нее это как бы не то чтобы болезненные воспоминания, но момент просто не тот. Дина рассчитывала, что она просто будет с матерью, и не более того, будут обсуждать внутренние моменты, внутренние переживания друг о друге. Это очень важно для раскрытия отношений. Ну да ладно, тем временем Дрейк пьет 9-й шот текилы. Лэнс просит мать напомнить ей остановиться на 6-м. Я должна остановиться на 6-м. Напомни мне, что должна быть 6. 6. Это важно. Что? 6? Зуб даю, это тест. Это все ебучий тест. Но мы же вернемся на ринг. Шива находит момент, чтобы нанести Дине ответный удар. И он лютый, как по мне. Сандра таким образом лишний раз показывает. Сдаваться она не намерена. Напротив, находит в себе силы, чтобы дать какие-то ответные удары. Причем действия канарейки ее очень сильно разозлили. Шива давит, но преимущество продолжается крайне недолгое время. Дина перехватывает инициативу и с локтя успокаивает распоясавшуюся соперницу. Нас же вновь возвращают в прошлое. Дина, Тед и Оли. Куин и Грант вышли на спарринг, пока Лэнс с кем-то переписывается. Да, если вдруг уже забыли, то Дина — учитель Теда. Внезапно. Для меня это тоже было шоком, и я периодически буду об этом вспоминать. Дай ему правый, пусть и ворачивается. После наступай левым. Посмотрим, как он пойдет ко дну. Ага, правый, а после левый. Понял, тренер. Ты ж понимаешь, что это абсурдно, да? Если ты мне скажешь, что будет, то я с легкостью мог бы... И Оля с легкостью получает левым. Все как и Дина завещала. Я, знаете, не могу отделаться от мысли, что Грант напоминает мне в каком-то смысле Дэвида Хассельхоффа или какую-то современную версию Зака Эфрона. Простите, что-то всплыло в голове. Отлично, Тедди. Дай парнишке чуть пространства. У вас получилось, тренер, сдаю назад. Знаешь, ты весьма хорошо падаешь. Не вижу в тебе ничего, что мне бы нравилось, но
Хотя бы так. На ринге же Канарейка подходит к обессилевшей Шиве и собирается нанести мощный и, вероятно, решающий удар. Я полагаю, что на это Дина так-то и рассчитывает. Она берет Сандру и поднимает над головой. Уже что-то напоминает. Она чуть ли не копирует иконический прием Бэйна, который мы могли с вами видеть в истории Nightfall. То есть поднять над головой и обрушить прямиком на колено, тем самым ломая хребет. Ну или не ломая в данном случае. Комментаторы от таких движений перевозбуждены, честное слово. Подбирают разные эпитеты к происходящему. Дина же довольна, ведь в этот удар она заложила все личное, что только она могла. Явно за Теда. Мы же вернемся вновь к тренировкам. Очень занятные следующие 2 страницы, что неудивительно для Кинга, такие раскадровки не в новинку. Дина переписывается с мамой. И знаете, мне даже смешно с того, что Дина не хочет признавать, что Оли так-то ей приглянулся. Он милый. Дрейк же пишет дочке, мол, слушай, твой батя был ужасен во всем, на что Лэнс сходу отвечает, мол, не, она не выйдет замуж за Куина, ни в коем разе, то есть намек был понятен. Скажи ему, что он будет твоим парнем, пишет Дрейк. На что Лэнс реагирует абсолютно великолепно. Что нет. Мне кажется, все мы были в таких ситуациях. Однако, историю мы же с вами знаем, верно? Ну и все. Тут все далее понятно. Оли, кстати, на фоне огребает от Теда. Учится, так сказать. На ринге Лэнс оттягивает Шиву к углу. Причем жестоко так оттягивает, за волосы. Комментаторы подмечают, что это именно тот угол, где стоял Тед Грант, Дикий Кот. Так что символизм тут все-таки так или иначе присутствует. Дина готова нанести удар, пока обессиленная Сандра просто повисла на канатах. Вновь нас бросают назад во времени. Дина с матерью наконец-таки закончили с баром. Выходит уже весьма сильно подвыпившая. Да, ой, не, это было на могиле Оли. Супермен был там, и он такой, мне так жаль. И я такая, за что? И потом он такой, ну, потому что Оли больше нет. И я сказала, что он так-то тоже помер и вернулся. И Оли вернется, и он сказал, ну, наверное, ну, это изменит его, изменит в принципе все. Я сказала, как? И он такой, он сказал, что ж, у меня была шевелюра. Как по мне, Кинг тут высмеивает весь этот ход с постоянными смертями и возвращениями персонажей в комиксах. И ведь как будто это, да, действительно никогда ничего толком не меняет. Ну, кроме дизайна. Ну, знаете, какой-нибудь такой овер крутой и брутальный. Ну да. Тем не менее, Дрейк и Лэнс сорнулись с этой историей, посмеялись, ну а потом некто на невероятной скорости сбивает Канарейку-младшую с ног. Чё за О, я забыла. Прости. Чё? Тед? Это был тест. На ринге. Ты должна это сказать. Говори. И вновь нас прерывают на флешбэк, но на этот раз уже к тренировкам Оли и Дины. Так, прошел, месяц или что-то я счет потерял. Что думаешь, я пытаюсь стать лучше? Не только в этом, но и во всем остальном. Что ты... Я становлюсь лучше. И Дина сбивает Оли с ног одним смачным и весьма неожиданным ударом. Ты должен был это предугадать. И ты должен был пригнуться. Теперь ты будешь моим парнем, я полагаю. Да, окей, да, давай. Мы же вернемся к стычке у бара. Почему? Почему все должно быть таким? У нас не может быть нормального вечера. Одного нормального, сука, вечера. Какого охуеть, каких нормальных людей? Ты должна победить, говорит Дрейк. И я понимаю матушку, хотя не оправдываю.
Тут речь просто идет о репутации, речь об имени Черной Канарейки. И Лэнс признается, что она не может. Она не может, потому что считает, что Шива куда лучше, чем она, куда сильнее. Победить ее невероятно тяжело. Ты с момента своего рождения ты даже никогда и не догадывалась о том, насколько ты хороша. Вот это ты хочешь сделать, да? Ты умираешь, и ты просто хочешь... Который час? И ты просто тратишь время на то, чтобы лгать мне? Ты хоть раз послушаешь? Я люблю тебя. Я верю в тебя. Дина, я чертовски тобой горжусь. Ой, блядь, это еще один тест, да? Мы же вновь возвращаемся на ринг. Сандра практически все. Она уже была готова произнести заветные «я сдаюсь», но Лэнс прерывает ее, выбивая слова вместе с кровью на ринг. Звоночек информирует всех, что раунд завершен. И он за Черной Канарейкой. Ну а теперь приготовьтесь, в ближайшее время нас начнет трепать еще сильнее по разным временным отрезкам. Настоящее ринг, прошлое при умирающий Дрейк в больничной койке и прошлое, когда Лэнс и Дрейк вместе работали на улицах в образе Черной Канарейки. Сейчас же мы вернемся в прошлое, Дрейк на больничной койке. Что ты будешь говорить? Что? На моих похоронах, дурочка. Я хочу услышать речь. Завязывай. На ринге же Шива уже в норме. Ей же выбили буквально все, что только можно. Я, кстати, не очень понимаю, сколько времени между раундами. Ну да ладно. Чему я удивляюсь? Магия рисунка. Начинается 5-й раунд. Вот тут, кстати, на вот этом кадре вроде позаметнее, как Лэнс приложила Сандру. Так что, окей, пусть так. Да, бой продолжается, и поверьте мне, скоро будет самая веселая страница. Я с нее смеялся очень и очень долго. Вы поймете, знаки будут. Тем не менее, Шива и Канарейка стоят в стойке, готовятся нанести удар друг другу. Однако в моменте Сандра показывает Дине, мол, тише, хорош, успокойся, подойди ближе, надо поболтать. И Дина нехотя, но соглашается, после чего Сандра подходит ближе и шепчет: «Ты white trash лузер, прямо как и твоя мертвая мать». Тут я не стал переводить, но если дословно, это белое отребье, белая шваль, белый мусор. Это такая, знаете, презрительная кличка в Америке для низших слоев общества. Что примечательно, под этим термином имеются в виду люди, которые, знаете, опустились на дно и не пытаются оттуда выбраться. Занятно. Ну и шутки про мать Шивы — это что-то новенькое. И также обратите внимание, как Сандра довольна собой. Вот прям невероятный уровень сучности, а? Комикс же отправляет нас назад во времени, когда Черные Канарейки действовали бок о бок. Ну и что ты сделала неправильно? Я не знаю, полагаю, что все. Здесь отдельный респект художнику. Выпусти он эту страницу без текста, то цены бы ему не было. Выглядит прямо как постер. Вешай на стенку и радуйся жизни. Все, это не ответ, и ты это знаешь. Это больше подходит на оправдание, спрятанное в нытье. Да я, блядь, не ною, ма. Не хочу говорить об этом, я уже поняла, я неправильно делаю, мне плевать. Это что за отношение такое? Ты думаешь, что я тут здоровья ради? Это все между тобой и твоим психологом, с которым ты поболтаешь на неделе, а я же пойду отдам женщине ее кошелек, а потом пойду домой. Я думала, что ты хочешь стать супергероем. И на этом Лэнс признается, что нет, она никогда такого не хотела. Здесь же происходит конфликт между матерью и дочкой, потому что Дрейк недовольна тем, как Лэнс относится к происходящему, ведь она сама просила очень долгое время, еще с детства, выйти в патруль. И все происходящее старшая Канарейка перекладывает на плечи дочери, мол, ты хотела, ты и получай, это твоя ответственность. А Лэнс, она просто хочет домой, повторюсь еще раз. Ей не интересно, кто там кого обвиняет, какие выводы были сделаны, ей плевать, что означает Черная Канарейка, ей не важно, какое бремя возлагается на это имя. Она не хотела быть супергероем. Она верно подметила, потому что она хотела быть как мать.
хотела быть ею. Вот этот самый момент касается как раз-таки ролевой модели, которую мы упоминали ранее. Мы же вновь возвращаемся на ринг. Шива, забравшись на угол, решает спрыгнуть, да так смачно, с локтя опять же, прямиком на канарейку, но Лэнс буквально в последний момент успевает выставить колени, тем самым нейтрализуя удар Сандры. Ну, провал, что уж. Естественно, от такого пострадали обе, увы, но бой все еще продолжается. Надо встать и двигаться дальше. Надо атаковать. Причем к такому решению приходит и Лэнс, и Сандра. Мы же вернемся к больничной койке и умирающей от рака Дрейк. Хорош пялиться в телефон и тратить время. Вставай. Выложись на сотку. Иди спать. Тебе нужен отдых. Ты думаешь, это то, что она делает? Безупречная леди Шива. Сидит ли она и чекает свои приложения? Не ты с ней дерешься. Да неужели? О, Господи. И Лэнс сдается. Она не может спорить с матерью, поэтому делает сотку отжиманий. И богу список Дины вот примерно такой, мне кажется, на протяжении всей этой лимитки. И этого не отнять. Теперь поспеши, у нас нет всего времени в мире. Да, мам. Раз. Ну а на ринге ничего необычного, просто Шива и Канарейка начинают косплеить Дона Фрая и Ешихира Такаяму, выбивая друг из друга всю дурь. Мы же вновь возвращаемся в прошлое, времена канареек. Ну, все в порядке. Пора идти домой. Мам, ты что делаешь? Не в ту сторону. Это еще один тупой урок. Ты слышишь меня? Я просто хочу назад, прости. Я буду лучше во всем, что бы я ни делала, просто развернись, я больше не буду кричать. Но Дрейк молчит, и они просто едут, и едут, и едут. Добираются до какого-то ручейка. Лэнс уже даже психует и просит просто поговорить с ней, потому что ее достал собственный голос. Но почему мы тут оказались? Дрейк рассказывает дочке, что когда-то давно ее отец, коп, один ненавидит копов, на этом самом месте попросил ее руки и сердца. Она очень долго плакала, не могла сказать «да», и с ней было что-то не так. Что-то изменилось. Я ненавидела детей. Ни одного не хотела. Это тяжкий труд, и каждую ночь мне не было дома. И мне не нравились заминки посреди дела, ну, чего-то не хватало. Я этого увидеть не могла, но твой отец мог. И вот есть ты. Я должна была быть одной в этом мире. Мне все нравилось. Я больше ни в чем не нуждалась. Клянусь Господом. Я положила прах твоего отца в этот ручей. Он попросил. Сказал, что это для того, чтобы я могла приезжать сюда время от времени и смотреть, как утекает вода. Это было бы почти так же, как если бы мы снова были вместе. Лэнс все поняла. Больше не надо было ничего говорить. Не надо было выяснять отношения. Все выяснили. Все уяснили. На ринге же ничего примечательного для нас не происходит. Шива и Канарейка все так же бодаются. Наверное, только отмечу, что до конца 5-го раунда осталась минута. Но не до конца комикса. А вот тут уже интереснее, потому что Сандра проводит просто невероятный захват и бросок за спину. Канарейка просто со свистом летит вниз. Комментаторы перевозбуждены. Опять. Вновь полагают, что это конец для Канарейки. Вот поэтому я стараюсь их даже не упоминать. Они постоянно перевозбуждены, постоянно подбирают слова, и постоянно у всех все кончается. Не. Но говоря про рисунок, это прям овер мощно. Вау, Райан Сук, отдельный респект за эту работу, особенно с экшн-сценами, я восхищаюсь невероятно. Вот бы лимитку, например, опять же, про Теда Гранта, к примеру, или про Вопроса. Прям было бы шикарно. Вернемся ко временам, когда Дрейк лежала в больнице. Лэнс изрядно вспотела, что, впрочем, не мудрено, ведь мать заставила ее соточку отжиматься. Однако, выйдя из палаты, Дина замечает Оливера. Подстригся, зараза. И знаете, она молча подходит, садится рядом, они смотрят друг на друга и просто обнимаются. В жизни действительно есть так много тяжелых и сложных моментов, когда даже говорить ничего не надо, просто почувствовать рядом близкого человека.
Убедиться, что у тебя есть опора, поддержка. Ведь каким бы ты стойким ни был, но помощь нужна каждому. В том или ином виде. Да, это немного личное, конечно, но, знаете, научиться признавать за собой, что ты нуждаешься в поддержке, это важно. Это далеко не признак слабости, а напротив, это признак силы. Тем не менее, со слов комментаторов мы узнаем, что канарейка в ауте. Она не сдалась, нет. Чтобы сдаться, она должна быть в сознании. Шива же, кажется, наконец-то достигла того, чего хотела. Победила, ведь оппонент попросту не может биться дальше. И знаете, Сандра вот так надменно смотрит на Дину, а после поднимает свою правую ногу, чтобы нанести финальный удар, вот прямо в лицо. Но все происходящее оказалось уловкой. Дина с легкостью закидывает ноги, хватает Шиву за голову и опрокидывает ее, выбивая прямо к канатам. Шива, мне кажется, от такого обомлела. Мы же вернемся во времена канареек. Дина спускается по пожарной лестнице и наблюдает за тем, как в переулке избивают бедолагу, а после вмешивается. Просит их остановиться, чтобы они смогли, знаете, разобраться, как и полагается линчевателю с преступниками. Чё? Ты, блядь, кто нахуй такая? Ох, точно. Забыла представиться, я тут новичок. Все еще тренируюсь, прости, но да. Я черная канарейка, и я здесь, чтобы сделать вам больно. Звук костяшек. Ну что, уже лучше? Хорош трепаться, сосредоточься на том, что ты делаешь. И знаете, у меня сложилось впечатление, судя по тому, что нам показывают, что Дина будто бы находится в таком своеобразном кураже. Адреналин ударил, возможно, или типа того. Дрейк же после этой стычки говорит. Имеет ли значение мое счастье? Это что за вопрос вообще? Я не знаю. Имеет ли значение мое? Ну, что же? Что думаешь? Мам, я понятия не имею. Это игра какая-то. Я не знаю, как в нее играть. Я пытаюсь. Дина Лэнс, ты. Это все, что имеет значение. Твое счастье. Для меня это все. Занятно, что Дрейк пытался прощупать почву, мол, ловит ли ее дочурка кайф с того, что она стала линчевателем или нет. И вот здесь как будто бы происходит уход от первоначальной затеи с самой Лэнс, мол, она хотела же быть как мать, верно? Но не хотела быть супергероем. Но вот здесь акцент сменяется в другую сторону. Хорошо. Далее самая смешная страница, как по мне. Я уже говорил об этом, я смеялся с этого очень долго. Дина и Сандра лежат на ринге, обессиленные. Эй, Шива. Да. Иди на... Канарейка. Да. Что? И ты иди на... Это же просто повторение легендарного скетча про Тони и Иезекииля. Господи, это легендарно. Ой. Кажется, Том Кинг пересидел в интернете. Тебя как звать? Тони! Ты пошел, Тони! Ты иди на... Тебя как звать? Что? Как тебя зовут? Языки! Иезекииль? Ну и личное же имя. Вернемся же к больничной палате. Дина возвращается к матери. Ты не поверишь в это. Оля здесь. Он не может остаться, но он здесь. Мам? Мам, ты меня слышишь? Мам? Мам? Мам, ты... Мам? Мам? Я люблю тебя. Все будет хорошо, мама. Я обещаю. Я спасу тебя. Как я уже упоминал, мы в большинстве своем игнорируем комментаторов. Это буквально один и тот же текст на протяжении всей лимитки, который излишне описывает эмоции от боя канарейки и Шива. Однако, важное напоминание от них же. Дине Лэнс достаточно просто сказать «Я сдаюсь», и бой закончится, все. На этой же странице также происходит нечто невероятное. Во-первых, Бэтмен, будучи в своей Бэт-пещере, что уже удивительно, заимел дворецкого. Это Альфред? Братец, ты жив?
Господи, как? Я списал бы это на ошибку художника или автора, но это же настолько крупное событие, что не вспомнить о нем невозможно. Во-вторых, костюм Бетса отличается от его текущего ангоинга и других серий. Получается, что вся лимитка — это слегка альтернативный верс? Вопрос открытый, но, на мой взгляд, это Elseworld. Но, с другой стороны, возможно, события происходят до смерти Альфреда, а это весьма далеко. Тем временем в прошлом, в больнице, состояние Дины сложно описать, но я бы все же добавил, что это опустошающее чувство, когда твой близкий человек находится в безвыходном положении. «Эй, как у нее дела?» Она умирает. «Да ну, интересно, каково это?» «Я принес тебе сэндвич. Это курочка с салатом». Твое грандиозное решение. Как оно работает? Да не так уж и сложно. Я уже ввел лекарство, нужно лишь его активировать. Идешь до 6-го раунда и говоришь «я сдаюсь». Я жму кнопочку, и она получает еще парочку приятных десятилетий, ну или типа того. Ее может сбить машина на следующий день, но это уже не моя проблема. Не так все просто. Да не запаривайся ты так. Я слишком стар, чтобы проигрывать, и ты слишком молода, чтобы победить. Мне нравится курочка с салатом. Я нахожу этот сэндвич одной из немногих вещей, которые делают жизнь лучше. Наслаждайся сколько душе угодно. Я доверяю тебе. Ты плохой парень. Дина, дорогуша, если я тебя предам, то ты меня убьешь. Я избегал смерть 50 тысяч лет, и вдруг я собираюсь ухаживать за ней, потому что я... Что? Потому что я хочу подшутить над ней или сделать что-то тупое? Прошу, это бизнес. Ты выполнишь свою часть уговора, а я свою. Я никогда никого не убивал раньше. Может быть, я просто тебя сильно покалечу. Ты через многое прошел. Ставлю на то, что ты сможешь это вынести и после уйти, посмеиваясь. Дорогая, если ты выстоишь 6 раундов с леди Шивой и проиграешь, а после проиграешь от моей руки, такое количество боли. Что ж ты сделаешь со мной за то, что я стал причиной всего этого? Я не дурак. Впрочем, как и ты. Мы оба такие, какими нас создали наши матери. То есть, когда завеса всей нашей многочисленной лжи спадает, то каждый из нас становится диким. Занятная игра слов. Становится диким. Или savage. От Вандала Savage это, кстати, частый каламбур. Мы же вернемся на ринг. Начинается 6-й и финальный раунд. Ладно. Шива идет в лобовую атаку. Дина же тем временем спокойно ждет, оценивает свои силы и становится в стойку. Шива же наносит сокрушительный удар. И здесь уже будто элементы рестлинга, в дело идет табуретка. Сандра поднимает новый элемент боя и разбивает его о Дину, что защищается. Шива тем временем не теряет времени и использует ножки как орудие, этакие палки эскрима. Вернемся в прошлое. Мама, я дома. Но тебя тут нет, потому что ты в коме, в больнице, так что... Да. Но не забивай свою славную головушку. У тебя все будет хорошо. У тебя все будет в порядке. У тебя весь мир под носом. Видишь, я, как хорошая дочь, заключила сделку с Вендалом Савэджем. Все, что мне нужно сделать, дойти до 6-го раунда с величайшим бойцом в мире, а после сказать ей, что я отстой. И сдаюсь. И потом он вылечит тебя. И ты будешь жить. И все будет идеально. Да. И здесь для Дины происходит переломный момент. Как бы ты себя не успокаивал, не пытался убедить, что все хорошо, ты не сбежишь от настоящего. Алкоголь, как по мне, тоже играет свою роль. Весьма давит на голову, если у тебя есть какие-то внутренние проблемы. Так в чем же перелом для черной канарейки? Дина, сняв парик, можно сказать, говорит со своей матерью. Парик этот, кстати, атрибут черной канарейки. Для сравнения, это как, знаете, ушастый шлем Бэтмена.
Так вот, Дина говорит, что это тот самый момент, когда надо поговорить очень серьезно, как мать с дочкой, как будто они у за***чего терапевта. Сделав еще один глоток, она, кажется, готова к диалогу, готова выговориться. Проблема в том, что таким образом Дина пытается убедить себя, что она готова сдаться, но почему проблема? На мой взгляд, канарейка считает, что мать, ради которой она это делает, не простит ей этого, не простит проигрыш. Она думает, что она саму себя может опозорить, ведь ей придется на просто невероятно огромную аудиторию сказать заветные «я сдаюсь», но, с другой стороны, кому вообще не плевать на бой за деньги? Сильнейший конфликт внутри канарейки полностью не разрешен, но точка невозврата, опять же, на мой взгляд, однозначно достигнута. На ринге в настоящем. Скажи это. Да что тебе нужно? Хочешь, чтобы я признала, как я благодарна, что ты все еще стоишь на ногах? Что ты не сдалась, когда другие бы сдались? Ты ждешь, что я скажу, что я тебя уважаю? О, да я тобой восхищаюсь. Я просто рада пожать тебе руку и сказать «хороший бой». Вот так, да? Ты хочешь, чтобы я нахуй лгала тебе? Ты белобрысый мусор. Скажи это. Они уже знают, но они должны услышать это из твоего слабого ебника. Скажи им, что я лучшая из лучших. А ты так, кто сдается. Жестко, но этот момент я ждал. Особенно, когда Шива все-таки заговорит, а то она оказалась таким болванчиком. Знаешь, давно хотела тебя спросить, что на самом деле удерживает твой парик вот во время всего этого? Я серьезно. Я к тому, что тебя жестко били, ты жестко падала, а эта штука просто остается там, словно магия. Нет. Да он должно быть очень плотно приклеен. Прям пи***ц плотно. Снимать его, наверное, сущий ад. Для тебя ад, ага. Ну и, конечно же, Сандре удается сорвать парик. Блин, вот я теперь тоже задумался, а как же и правда вот этот парик канарейки держался все это время? Потому что столько было событий, ее так действительно потрепало. Жесть какая. Вероятно, что после такого унижения Дине уже нечего терять. Комментаторы, кстати, тем временем убеждены, что это похоже на истинную капитуляцию. Ну, по крайней мере, если она продолжит и дальше так лежать. Тогда да, это 100%. Но что может сделать Лэнс? Ну, действительно, сдаться прямо сейчас или, например, принять и довести дело до конца. Ну, а Шива довольна собой, ничего нового. Вновь вернемся в прошлое. Все та же кухня. Дина все еще находится во внутреннем конфликте. Она разгромила все вокруг, надо прибраться, как и полагается, пока мать не вернулась. Или же можно позволить матери умереть и выпить еще пивка. Она чемпион, беспорядок никого не беспокоит, тройная победа, но, увы, нет, так нельзя. Это самообман. И вот то, о чем я говорил, это буквально в устах Дины. Я даже процитирую: «Я должна это сделать. То, что ты не сделала бы никогда. То, чему ты меня не учила и даже не просила. Я знаю. Я не навязываю». И вот этот взгляд на парик черной канарейки дает осознание. Символ, что наставляет на путь, но также действует как напоминание. Напоминание о том, что у Дины Дрейк была не лучшая жизнь, действительно. Она женщина-супергерой среди всех этих мачо в плащах, как говорит ее дочка, что пыталась жить свою жизнь и помогать дочери и мужу. Лэнс даже слышит ее голос, чувствует ее присутствие. «Я знаю, что ты скажешь, мама, я не глухая. Я слышу, как ты, кричишь это прямо сейчас. Дина Лэнс, ебаная ты идиотка, не смей нахуй проигрывать. Я жила свою жизнь, Дина, я жила хорошую жизнь, я готова быть с твоим отцом. Настало мое время уходить и твое время сиять. Вот ради чего все это было. Я жила не для того, чтобы видеть тебя на коленях, и я умру, чтобы увидеть, как ты возрождаешься. Я слушаю, мама. И куда бы я ни пошла, каждый день, и никогда не перестаю слышать тебя». Вновь вернемся на ринг.
Дебет с кредитом этой истории, кажется, потихонечку сходится воедино. Дина осознала, кто она такая. Она дочь чудесной женщины, чудесной матери, которая всегда ее любила и будет любить. Единственный человек, который готов принять ее, который готов поддержать и, конечно же, помочь, пусть и по-своему. Именно так, как ее учили. Оттого канарейка действительно собирается сдаться. Собирается спасти жизнь своей матери, как они и договорились с Венделом. Практически говорит эти слова, а после... Прости меня, мама. И на этом Дина карабкается по канатам, встает на ноги, собирается продолжить бой. Сандра рада такому исходу, так как она сможет до конца выбить всю дурь из канарейки, сможет завершить свое дело. Лэнс же остается только крепчать. Она готова. Она прекрасно знает, что это тот самый момент, сейчас или никогда, после которого уже ничто не будет прежним. Шива стремительно приближается, и слезы на глазах Дины подкатывают все сильнее и сильнее. И здесь нам дают небольшой флешбэк. Да. Это я, дорогая. Просто проверяю, как ты. У тебя все в порядке? Не знаю. Я должна быть в больнице. Да хорош. Устрой себе отдых. Тебе не обязательно продолжать все в том же духе все время. Оля, там, наверное... Некоторое время назад я просто, кажется, застряла в каком-то дурацком задании. Я была в очень плохой форме. Просто все так безнадежно, словно я, связанная, валяюсь где-то в салоне фургона. И я закрыла глаза. Это было просто безумие какое-то. Я вдруг улыбнулась. Я увидела тебя. И ты был рядом со мной. И ты тоже улыбался, и ты сказала: «Прекрасная птичка, если тебе когда-нибудь придется сдаться, то сделай это через 10 минут после того, как ты сделала свой последний вздох, и ни секунды раньше». А вот и ожидаемый переломный момент уже в Сейле Митке. На прошлой странице видно, как канарейка готовится к удару, за что спасибо художнику Райану Суку, что подметил этот момент. На этой странице, да вроде все очевидно же, да? Дина вырубила Сандру, но куда смешнее то, что она выбила ее из ее же правого тапочка. Это настолько реалистичная ситуация, что я прям не могу не нарадоваться тому, как это изобразили. Безусловно, насилие — это зло, да? Никогда об этом не забывайте. И да, безоговорочно, Дина Лэнс, черная канарейка, побеждает леди Шиву. Это конец, бой завершен. И Сандра, обратите внимание, кажется, вырублена надолго. Рефери готовится поднять руку Лэнс, однако есть нюанс. Я сдаюсь. И все замолкают. Шок. У всех просто шок. Я сдаюсь. Спустя некоторое время. Настоящая больничная палата. Дина Дрейк приходит в себя. Вендел Савидж сдержал свое обещание. Эй, мам, доброе утро. Не вижу ни одного внука, так что это не рай. Я чё, жива, что ли? Тебе уже лучше. День ото дня. Доктор сказал, что это чудо. О, господи, что этот доктор знает? Здесь нет чуда, это просто... Иногда ты засыпаешь, иногда ты просыпаешься. Стой, погодь, бой. Что случилось? Я проиграла. О, но это нормально. Мы достанем их в следующий раз. Да, достанем. И знаете, вот там еще есть одна страница с комментаторами, однако я притворюсь, что ее просто не существует. Выглядит она вот таким вот образом. Но вот нет этой страницы, она плод массового воображения. Мы ее все выдумали и сейчас видим фейк, искусственный интеллект, АИшка, все. Черная канарейка лучшая из лучших — это лимитка, которую, да, мы не просили, но которая, возможно, кому-то была очень нужна. Мне, например, нужна. Потому что там есть вещи, которые цепляют и которые могут навести на верные мысли в тяжелые моменты. И этот комикс мне действительно помог. В каких это не имеет значения, это личное, безусловно. Однако осмыслить что-то из этого, из прошлого, например, да, заново, порой очень стоит. Взглянуть просто под другим углом, с другими мыслями. Это, безусловно, не величайший комикс. Он очень часто проседает.
Но порой это действительно забавная и драматичная история, и Кинг, конечно, себе не изменяет, вываливая на читателя тонну текста, заставляя переводчиков плакать днями и ночами, а меня недоумевать. Комментатор, чтобы... Последнюю страницу я вот, как вы уже заметили, вообще не прощу. Серьезно. Про кастрацию домашних животных мы будем лимитку завершать. Вот это финал, господи. Да оставили бы то, что я вам показал в качестве последней страницы, и все. Была бы пушка-вышка, но нет. Ну, да ладно, что есть. В самой же лимитке, как я уже упоминал, есть вещи, фразы, которые могут довести до мурашки, и сцены, которыми ты можешь вдохновиться, но после всего остается лишь только один вопрос, на который отвечать лично вам и перед собой, и далеко не в комментариях. Что делает вас теми, кто вы есть? Канарейка свое поняла. Я попытался осмыслить свое для себя. А сможете ли осмыслить вы? Вопрос, как я уже говорил, личный, отвечать вам перед собой. За поддержку канала на Бусти спасибо следующим пользователям. Их имена вы прямо сейчас можете увидеть на экране. Отдельное спасибо пользователям: Дима Коржов, Шинджи, Манцел, Родио Марган, Александр Числов, Муракл, Артус, Дискорд, Брамел, Дмитрий Чудинов, Артем, Алкот, Гантер, СЗК и твоя мамка. Также спасибо пользователю Ёшкин Кот за оформление спонсорства на Ютубе. Ребята, девчата, вы лучшие. Огромное вам спасибо. Также поддержать канал можно не только подпиской, но и посредством прямого доната на Boosty и Donation Alerts. QR-коды вы прямо сейчас можете увидеть на экране. Также есть телеграм-канал, там новости, анонсы, всякие интересности. Иногда общаюсь даже с вами в комментариях, когда у меня есть фильмчика. Ссылочки на все про все в описании. Ну а с вами был Юджин Мортом. Мы скоро услышимся.